Змеи не самые приятные животные, а особенно ядовитые. Даже малейший контакт с их слюной может тебя убить или парализовать на пару суток. Хорошо, если за это время тебя кто-то спасет. Я покажу вам самых опасных змей на нашей планете, от маленьких шнурков, безобидных на первый взгляд, до настоящих морских монстров. А в конце будет змейка, миллиграмм яда которой может отправить на тот свет сразу 1000 человек. Но самое страшное, что ее можно встретить на обычном пляже. Принято считать, что опасность представляют только змеи на суше. Но поверьте, это огромное заблуждение. Ведь воистину ядовитые создания вполне себе плавают и под водой. Например, морская змея Дюбуа. Она обитает в просторах от берегов Западной Австралии до островов Новой Гвинеи и Новой Каледонии. Предпочитает жить на глубине от 1 до 30 метров, в окружении кораллов и разнообразных донных отложений. Здесь живет множество беспозвоночных, разнообразные рыбы и даже акулы, что делает это место идеальным убежищем и местом отдыха для змеи, которая не слишком любит, когда ее беспокоит. Она питается мелкими рыбками, впрыскивая в них яд и парализуя на время. То же самое она делает и с человеком. Коте принято считать, что ее укус содержит токсины в количестве, которого обычно недостаточно для того, чтобы убить сразу. Однако яд легко справляется с человеческой нервной системой, подавляя базовые импульсы вроде дыхания и моторики. Конкретно от яда человек не умирает, но и выплыть из воды у него тоже не получится. Правда, эти змеи не славятся особой агрессией и не нападают без причины. Если они подплывают к аквалангистам или ныряльщикам, то скорее из чистого любопытства, чем из желания атаковать. Хотя летальных случаев тоже достаточно. Но давайте поговорим и про смерть на суше. Укус кораллового аспида, на первый взгляд, может показаться незначительным, так как обычно не сопровождается болью и отеком. Но это лишь первое впечатление. Почти мгновенно после укуса жертва погружается в кататоническое состояние. Яд заставляет нервную систему человека хаотично напрягать мышцы, вызывая судороги и спазмы. О, ужас! Парализованная и бессильная, жертва становится легкой добычей для хищников. Звучит это очень угрожающе, но эволюция заложила такие характеристики по своим причинам. Коралловые аспиды охотятся на других ядовитых змей, обладающих уникальными рефлексами, гибкостью и внушительным арсеналом для самозащиты. Они вырабатывают особый яд, который хранится в их организме и составляет целую четверть от общей массы тела змеи. Если не принять немедленных мер, яд змеи может вызвать паралич мышц, двоение в глазах и остановку сердца. Несмотря на то, что аспиды довольно замкнуты, они могут атаковать, если их задеть или спровоцировать, поэтому важно избегать близкого контакта с этими змеями. Цепкохвостый батропс шлегеля. А эта змейка не будет дожидаться, пока на нее наступят. Цепкохвостый батропс шлегеля – это типичный хищник, предпочитающий подстерегать свою жертву из засады. Эта змея терпеливо ожидает момента, когда ничего не подозревающая добыча пройдет мимо. Иногда она даже выбирает специальное место для таких засад и возвращается туда во время весенней миграции птиц. С течением времени эти змеи научились повышать точность своих атак. Ее яд не убивает сразу, а вызывает некроз тканей в области укуса. Разрушается не просто мясо и кожа, но и стенки кровеносных сосудов. Если яд вовремя не отсосать, то велика вероятность летального исхода. Батропс обитает во влажных тропических лесах. Часто встречается на высоте до 2650 метров над уровнем моря. Змея проводит дни, лежа на ветвях или свисая с них, держась за кончик своего цепкого хвоста. В этом положении она способна наносить удары, свернувшись в воздухе в несколько колец и выбрасывая вперед переднюю часть своего тела. Ночью становится активной и искусно перемещается по ветвям, чтобы охотиться на добычу. Питается различными мелкими животными, млекопитающими, лягушками, ящерицами и даже спящими птицами. Заслужила известность случаями каннибализма. Батропс шлегеля использует яркий кончик своего хвоста в качестве приманки для добычи, помахивая им из-под листиков. Не правда ли гениально? Среди жителей некоторых деревень в Южной Америке ходят слухи, будто после ядовитого удара эта змея подмигивает своей жертве, взмахивая своими ресницами.
Из-за этого необычного поведения змею иногда называют ресничной гадюкой. Вы только взгляните на эту красавицу. Зеленая мамба представляет собой невероятно бдительную, нервную и чрезвычайно подвижную змею. Ее основные места обитания – прибрежные тропические леса, чащобы и лесные угодья Западной Африки. Хоть по цвету ее точно не спутаешь с черной сестричкой, но самое важное различие между зеленой и черной мамбой – это их характер. Зеленая мамба известна своим спокойным и сдержанным нравом, в то время как черная мамба чаще реагирует на окружающий мир агрессивно. Зеленая мамба крайне редко совершает нападения или укусы. Обычно, если кто-то тревожит, она начинает шипеть и затем изящно убегает. Однако, если беспокойство продолжается, змея вынуждена защищаться и может нанести удар. У зеленой мамбы, как и у других членов этого семейства, имеется очень сильный яд, а его запаса хватит, чтобы прикончить несколько человек, кусая их поочередно. Хоть змея и спокойная, да и миролюбивая, но из-за расцветки очень легко не заметить красавицу и наступить на нее. Именно поэтому часто можно видеть, как по джунглям передвигаются, тыкая палкой перед собой. Но поверьте, иногда даже лучше наткнуться на мамбу, чем на змей, про которых я расскажу дальше. Австралия всегда славилась своей природой и опасностью, которая поджидает любого, стоит только выехать за город. Ведь там вас может ждать тигровая змея, которая, несмотря на достаточно мирное поведение, считается одной из самых ядовитых сухопутных змей. Причем она имеет такой запас яда, что одной змеи хватит, чтобы прикончить несколько сотен человек. В момент укуса змея не скупится на то, чтобы смочить свои клыки. Жертва умирает мгновенно. Яд тигровой змеи воздействует на человеческую нервную систему, что приводит к остановке дыхания и сердца всего за несколько минут после укуса. И да, противоядие есть, только ввести его нужно успеть до паралича, иначе оно уже не поможет. И важно понимать, что тигровые змеи никогда не атакуют людей первыми, а укус происходит только в случае защиты. Но в мире по-прежнему есть идиоты, которые любят тыкать в незнакомых змей палкой. Статистика смертей по Австралии тому подтверждение. Ну и куда же без кобры? Ведь каждый знает, что с ними лучше не связываться. Филиппинская кобра, как следует из названия, обитает преимущественно в северных частях Филиппин. Также она часто встречается на островах Масбате, Азрия, Миндоро, Катандуанес и Лусон. Она предпочитает жить вблизи больших водоемов, таких как пруды и реки, где имеется обильный запас питьевой воды и постоянный источник пищи. Основное питание филиппинской кобры составляют мелкие млекопитающие, включая мышей и крыс, которые составляют большую часть ее рациона. Однако она также охотится на лягушек, ящериц, птиц и других змей, когда представится возможность. Иногда кобра поедает яйца, но это случается реже из-за риска контакта с хищными видами птиц. Филиппинская кобра известна своей способностью плевать ядом на врагов и считается одной из самых ядовитых змей в мире. Ее укус способен убить человека всего за 30 минут. Тем не менее, змея обычно избегает контакта с людьми, предпочитая скрыться, если это возможно. Людям следует избегать близкого контакта с этой змеей, а еще носить солнцезащитные очки. Это смешно, но на самом деле обычно они стараются брызнуть ядом в глаза жертвы. Яд филиппинской кобры состоит из постсинаптического нейротоксина, который непосредственно воздействует на дыхательную систему жертвы. Один укус этой кобры может быть чрезвычайно смертельным, поскольку змея выпрыскивает от 90 до 100 мг яда. Без своевременного медицинского лечения смерть гарантирована. Многие почему-то не воспринимают гадюк всерьез. Мелкая трусливая змейка, что она вообще может? Но смертельные змеи – это вид гадюки, происходящий из Австралии и считающийся одной из самых ядовитых змей в этой стране. Они отличаются от других представителей своего рода своим охотничьим характером. Змеи подстерегают свою добычу часто несколько дней, затаившись, пока жертва не пройдет мимо. Они маскируются под листья и проворно нападают, как только появляется подходящий момент. Затем, после впрыска своего яда, змея ждет, пока жертва умрет, чтобы затем устроить трапезу.
В случае опасности эти змеи не стремятся убежать или принимать отпугивающие позы. Они остаются неподвижными, полагаясь на свою окраску, что делает их труднозаметными. Из-за такого образа поведения путники часто встречаются лицом к лицу со змеей и попросту не могут избежать укуса. Яд этих змей довольно мощный и исключительно нейротоксичный. Его действие проявляется постепенно. Смерть наступает через 6 часов после укуса из-за паралича дыхательных мышц. До появления специальной сыворотки половина людей, укушенных этими змеями, погибала прямо в больничной палате. Ну и как вам жалкая гадюка? Сейчас еще про одну расскажу, даже опасней этой. Гюрза – самая крупная из змей семейства гадюковых в бывшем СССР. Может достигать почти 2 метров длины вместе с хвостом и весить до 3 килограмм. Она характеризуется большой широкой головой с резким шейным перехватом, а глаза и зрачки у нее вертикальные. На верхней части головы имеются ребристые чешуйки, за исключением чешуек на кончике морды, которые не имеют граней. Гюрза считается одной из самых опасных для человека и домашних животных змей. В критических моментах она может совершать нападение на длину своего тела за время в среднем около 0,08 секунды, что быстрее, чем у кобры. Время реакции человека в сравнении составляет 0,1 или 0,2 секунды, что практически не дает возможности парировать ее атаку. Змееловы, даже имея опыт, становились жертвами гюрзы, так как она никак не высказывает свои намерения атаковать. Большие и мускулистые особи змей трудно удержать в руке. Пытаясь освободить голову, гюрза делает резкие и сильные рывки и иногда может укусить ловца. Яд гюрзы обладает выраженным гемолитическим действием и по токсичности уступает лишь ядам кобр, тайпанов и черной мамбы. Несмотря на наличие вакцины против ее яда, некоторым пострадавшим врачи не успевают ее ввести, и 20% от укушенных погибают. Яд разрушает эритроциты, вызывает свертывание крови и внутренние кровоизлияния, что сопровождается сильной болью, головокружением и рвотой. Если вовремя не ввести противоядие, человек может умереть через 2 или 3 часа после укуса. Посмотрите, какая крошка! Как она попала в этот список? Но внешность обманчива. Эфы небольшие, но чрезвычайно опасные змеи, характеризующиеся агрессивностью, раздражительностью и смертельным ядом. Они обладают способностью наносить удар молниеносно, что делает их укус особенно опасным. Смертность после укуса эфами очень высока, и в регионах их обитания в Африке, Аравии и Юго-Западной Азии эфы ответственны за большее количество человеческих смертей, чем все остальные виды змей в сумме. Укус песчаной эфы является чрезвычайно опасным, смертность от него составляет около 20%. Хотя это не самая ядовитая змея в мире, статистика показывает, что каждый 7-й человек на планете, умерший от укуса змеи, был укушен именно песчаной эфой. Эти змеи, в отличие от других из моего списка, не испытывают страха перед людьми и часто забираются в дома, подсобные постройки и погреба в поисках пищи. Известны случаи, когда эфы обосновывались в жилищах даже прямо под полами. Да уж, не хотел бы я себе такого питомца в доме. Уж лучше пусть будут мыши или крысы. Ложные кобры Гюнтера, также известные как коричневые змеи, являются членами семейства аспидовых. В их роду выделяют 9 видов, хотя внешне они мало отличаются друг от друга по форме и длине тела. Они имеют изменчивую окраску от желтоватой до серебристо-серой, но у всех видов присутствуют темные отметины вдоль тела. Эти змеи предпочитают теплые, сухие и заросшие места, такие как заброшенные сады, стройплощадки и другие укромные уголки в южных климатических зонах. Важно отметить, что ложные кобры Гюнтера обитают на австралийском континенте, поэтому шансы встретить их лично не так велики. Эти змеи являются вторыми по ядовитости в мире. Их яд содержит токсины, которые могут вызвать тошноту, диарею и отказ почек у пострадавшего. Если не оказать экстренную медицинскую помощь, укушенный погибнет за несколько часов. Ложные кобры могут посылать предупреждающие сигналы, расширяя капюшон, а затем в случае угрозы атаковать. Они особенно агрессивны в период спаривания, когда ищут партнеров и готовятся к сезону размножения, включая откладку яиц. Ну и наконец, создание, которое ждет вас на пляжах всего мира.
Морская змея Белчера, по мнению многих экспертов, обладает ядом, который является примерно в 100 раз более токсичным, чем яд других видов змей в мире. Чтобы понять, насколько опасен ее укус, достаточно упомянуть, что даже одна капля яда королевской кобры способна унести жизни более 150 человек, в то время как лишь несколько миллиграммов яда морской змеи Белчера могут погубить более 1000 человек. Эта змея относится к семейству аспидовых и получила свое название в честь английского адмирала и исследователя Эдварда Белчера, который первым обнаружил этот вид змеи. Она является небольшой по размерам, имея общую длину от полуметра до метра. Как и большинство морских змей, обладает веслообразным хвостом, который помогает ей в плавании. Предпочтительными местами обитания для этой змеи являются рифы. Она практически всегда в воде и может задерживать дыхание до 8 минут. Этот вид змеи распространен в Тихом океане у побережья Таиланда, Индонезии, Филиппин, Вьетнама, Новой Гвинеи и Соломоновых островов. Хотя эти змеи в основном не агрессивны, и дайверы могут спокойно плавать рядом с ними, но не стоит пытаться поймать эту змею. В большинстве случаев змея делает сухой укус, без впрыскивания яда, просто для того, чтобы напугать и скрыться. Но если человек ведет себя слишком агрессивно, то змея не оставит ему никаких шансов. Как вы понимаете, не стоит вести себя агрессивно при встрече со змеями. Не тыкайте палками, не пинайте ногами, ведь даже крошечная и безобидная змейка может оказаться последним, что вы увидите. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!